Представители знака зодиака Овен. Овны мои дорогие, здравствуйте. Цыганский расклад, Таро прогноз, неожиданности и сюрпризы июня. Давайте узнаем. Сделаем с вами сначала цыганский пасьянс, разложим, посмотрим. Он показывает больше событийный ряд, ну а потом дополним картами Таро. И у нас на Таро колода ангелов. Итак, что же старинный цыганский пасьянс для вашего знака зодиака подскажет? Он у меня очень давно. И я надеюсь, вот эти образы, которые складываются из нескольких картинок, как рандомный вариант, будет для вас служить какой-то подсказкой. Конечно, жизнь не бывает полностью предсказуема, но давайте попытаемся заглянуть в будущее. И при этом будем оставаться реалистами. Итак, что же для овнов? Июнь. Неожиданности и сюрпризы, мои дорогие овны. Смотрим. И вы смотрите тоже. Я могу что-нибудь не заметить. Пишите, и тогда мы обсудим. И в этом ряду пока я не вижу ничего. Ага. Подкова, семейное счастье, мои дорогие овны. Вопросы личной жизни — это точно. Что-то вы будете улаживать, может быть, обсуждать или решать. Что у вас наболело, или может быть какая-то проблема, когда вы можете, самое главное, достичь полного взаимопонимания, когда с партнером будет единогласное решение. Может быть, это будет говорить о благоприятном периоде, вообще уделить внимание своей личной жизни. Для тех, мои дорогие, кто один или одна, и правда, планетарно для вас тоже есть возможности познакомиться с человеком, не быть уже в сольном варианте. Или это решение вопросов, связанных с вашей семьей, с родственниками. Понятно, что у каждого своя ситуация. Идем дальше. У вас совпадает в одном квадрате, обратите внимание, и Солнце, и подкова. Подкова полежала, оставим Солнце, пусть будет так. Солнце – это исполнение нашего желания, значит, по части личной жизни от начала до конца. Вообще сфера ваших чувств, ваших взаимоотношений, личного счастья будет в центре внимания, в неожиданностях и сюрпризах. Тут как раз могут быть больше сюрпризы. Все же говорим неожиданности, если, допускаем какой-то минус или когда идет что-то не так, как мы там планировали, то здесь даже если идет что-то не так, значит, это для того, чтобы вы решили какой-то вопрос, закрыли какую-то тему или закопали топор войны, или важное Соломоново решение приняли. Может быть и так. Но именно здесь больше со знаком плюс. Идем дальше. Что нам еще подскажут? Может быть, в целом карта говорит, что по части личной жизни как раз-таки могут и быть какие-то новшества, изменения, точно. У вас еще выпадает, совпадает точнее, кольцо. И это прочный союз, мои дорогие. Смотрю, что еще совпало. Не вижу. Ух ты! Как интересно. У кого-то предложение руки и сердца. У кого-то свадьба конкретно, может быть, уже назначена. Когда кольцо совпадает в этом старинном пасьянсе с венком, это бракосочетание. Может быть, это будет уже в июне. Вы будете оформлять отношения. Или вам предложит кто-то. Или, мои дорогие овны, это вы сами можете задуматься всерьез, а не связать ли мне с данным человеком свою жизнь. Поэтому, мои дорогие овны, в очередной раз, правда, личная жизнь для тех, кто в паре, для тех, кто семейный человек. Или вы в паре, ваши отношения длились какое-то время, это была как дружба. Здесь они могут перейти на новый уровень. И для тех, кто один или одна, как я сказала, не сидите в одиночестве, это факт.
Это сама по себе возможность изменить жизнь. Посмотрите, как здорово. Тут в неожиданностях какие-то очень для вас судьбоносно важные события. Посмотрите, у вас еще совпадает во втором квадрате, если в первом Солнце и подкова, семейное счастье, радость, удача, счастье, позитивный вообще момент в вашей жизни, когда вы можете что-то осуществить, сделать, чтобы быть счастливым. Новое качество жизни по Солнцу, безусловно. Дальше у нас здесь прочный союз. Или это у нас кольцо, и одновременно совпадает победа, флаг – это победа, и при этом еще и сердце, дела сердечные. Любовь, мои дорогие овны, проверяю, да, именно сердце. Прекрасно. Мне нечего добавить. Неожиданности и сюрпризы больше с позитивным моментом, когда для вас будет, когда вы можете действительно радоваться этому периоду, или, может быть, какая-то встреча судьбоносная, мы говорим. Но от вашего выбора, вот посмотрите, не успел перемешать колоду Таро ангелов, и выпадает семерка воды. В этой колоде нам говорят, пришло время сделать свой выбор или с чем-то определиться. Может быть, мы не задали еще вопрос. У кого-то из вас все сферы жизни будут как переплетены. Может быть, это будет важное решение по части поездки, переезда, одновременно по работе. Но вот в этой колоде карт у нас 7 кубков стоят за витриной. И витрина запылилась именно от того, что мы никак не можем либо к чему-то приступить, или мы не можем на что-то решиться, или вот от ваших действий зависит решение какого-то вопроса. Вы можете продолжать действовать как прежде, вы можете продолжать ожидать чего-либо, а все же карта нас призывает к активным действиям или принять какое-то окончательное решение. Не должна прокрастинация продолжаться слишком долго. И нам говорят, ты теряешь время. Ты должен сделать в первую очередь выбор. Иными словами, открыть эту витрину и взять этот кубок. Ну вот какая-то такая задача для вас стоит в течение июня, как в неожиданностях и сюрпризах. Знаете, я могу сказать, что раз эта карта выпала с учетом нашего расклада на пасьянсе, вы можете упустить какую-то возможность по части личной жизни. И потом это время вы не наверстаете. Однозначно вот так карта сказала. Поэтому думайте, мои дорогие овны. Может быть, это для кого-то именно закончить одиночество. И предпосылки планетарные и возможности, они будут для вас складываться как раз в этот период. И не упустить его будет важно. Итак, неожиданности. Вот давайте мы раскроем, какие неожиданности для вас, мои дорогие овны. Июнь. Неожиданности. А вы знаете, в сам по себе период, и нам, кстати, ничего не совпало по цыганскому пасьянсу, какие-то другие сферы жизни, здесь больше все крутилось вокруг личной жизни. И пусть у нас выпадает, так выглядит рыцарь земли или рыцарь пентаклей, который, как известно, едет медленно, он никуда не спешит, внимание к деталям. Это вообще организация собственной жизни. И, может быть, для вас в неожиданностях придется организовывать свою жизнь как-то по-другому. Эта карта может, кстати, говорить и о том, что у вас меняется что-то в личной жизни. Меняются планы именно на себя самого и на жизнь в паре. И это для вас как придется пересмотреть, может быть, график работы. Или для кого-то из вас это будет сопряжено с тем, что вы можете менять работу, вы можете куда-то переезжать. Все-таки это у нас рыцарь. Вы можете задуматься о смене места жительства в принципе. И это где-то как организация вашей жизни, повторяюсь, так еще и организовать какой-то новый рабочий процесс. У кого-то это может быть сопряжено, что раньше вы ходили в офис, теперь вы будете работать на дому. Или, может быть, как-то наоборот. Неожиданности. Организация жизни, правда? Ну вот что выпало, то выпало. Карты живут своей жизнью. Снова уже я, перемешав карты, достаю вам семерку воды, и нам говорят, вот ты должен на что-то решиться. Причем это не должно быть на импульсе, мои дорогие. Тут ни разу нам не про импульс, а прослушайте свою душу, сердце, что они вам подсказывают.
Давайте мы достанем еще одну карту, поясняющую, что это означает. В чем-то у вас была ошибка, может быть, был конфликт. И мы должны эту ошибку признать. Вот так говорят карты. По пятерке мечей, именно в этой колоде карт, если мы не признаем какую-то ошибку, мы себя загоняем в тупик. А если мы как раз объективно оцениваем ситуацию какую-то, тогда у нас будут перемены, причем благополучные перемены. Это изменение нашего хода мыслей, так и изменение где-то планов будет. Но видите как, у кого-то была ошибка, может быть, была ссора по пятерке мечей или по пятерке воздуха, ссоры как раз проходят. Или конфронтация, вы не смогли договориться. И вы сидите, ждете буквально, когда человек объявится первый. А человек тоже сидит, ждет. И поэтому организовать ваши отношения. Для кого вот этот пункт актуален, у кого действительно была ссора, то здесь нужно примириться. Я не говорю о тех моментах, которые примирения вообще в принципе быть не может. Тут у каждого своя ситуация. Но если есть что терять, если по какому-то пустяку или потому, что нам захотелось настоять на своем, мы разрушили отношения, и это того не стоило. Нам сейчас плохо. И плохо нам не от того, что мы привыкли к человеку, а именно от того, что было единение души. Так вот, из-за если пустяка, какой-то конфликт или ссора, то нужно пересмотреть и тогда по-новому как-то организовать себя. Давайте спросим, что еще. И вот тогда это солнце будет. Мои дорогие овны, я, конечно, могу допустить, что вот эти карты, которые так однозначно про неожиданности говорят, что, или сюрпризы даже скорее, не будет какого-то положительного момента, пока что-то не проанализируете, на что-то не решитесь. Или не закопайте топор войны, или не признайте в чем-то свою ошибку. Ну, может быть, нам это и не нравится, но тем не менее прогресс как будто, посмотрите, именно тормозит вот это солнце, между солнцем. Семерка выпадает вторично кубков или воды, и еще и пятерка мечей или воздуха. Здесь вы можете сами себе помешать быть счастливым. Вот в неожиданностях вам, видимо, даст пространство, вселенная, возможность провести важные разговоры. Это не значит, что мы, если идем на попятную или будем говорить, идем на контакт с человеком, с которым раньше у нас не получилось выстроить взаимопонимание, что мы себя теряем или ну, где-то мы своими принципами поступаемся. Все зависит от того, как вы поставите вопрос. Можно сказать, вот в этом пункте я был неправ или не права. На самом деле признавать свои ошибки – удел сильных людей. Чтобы себе не навредить в чем-то принципиально важном, главном. Не навредить себе, быть счастливым в принципе. Продумайте. Может быть, этот момент и не для всех подойдет, но карты совершенно однозначно, видимо, другие овны, кто меня смотрит, для кого этот пункт совпадает. Дорога к солнцу через прощение, мои дорогие. Тут даже не знаю карт Таро, и так все понятно. Хорошо. Так каковы же неожиданности еще? Здесь вот именно неожиданностей как таковых нет. Тут больше с позиции сюрпризы, когда есть возможности. Что же еще? Каковы неожиданности? Но уже больше не буду доставать карты, потому что нас снова оборачивают к взаимоотношениям, к личной жизни, конкретно королева кубков или королева воды. В этой колоде карт это символ любящего человека, того, кто умеет сострадать, того, кто умеет брать ответственность на себя. Это могут проходить, конечно, вопросы, мои дорогие, которые связаны либо с вашими родственниками. Возможно, это и ваши дети, и те вопросы, которые вам придется либо помогать, либо решать, либо какое-то взаимодействие. Но все же это личная жизнь или наши ближайшие родственники. Хорошо, давайте мы с вами зададим такой вопрос. Как-то очень односторонне все карты. Хоть пасьянс, хоть таро. Чего ждать? Конкретная карта, которая вот как рыцарь Пентаклей или рыцарь Земли, говорит нам о реальности
И эта карта, когда мы счастливы, когда мы довольны жизнью, когда у нас получается решить финансовые вопросы. Но это туз Земли, и это могут быть какие-то известия. Поэтому если это будет сопряжено с тем, что, допустим, человек идет с вами на контакт, не отталкивайте. Если это будет какой-то детский вопрос, значит, вы его закроете очень удачно. Здесь может быть вопрос, связанный и с деньгами, и с личной жизнью, и одновременно с последующей вашей работой. И именно в этой карте возможность реализовать свое намерение. И есть еще такое значение, это как начало процветания. И нам показан мальчик, который счастливый. Вот у вас как зерно будущих побед, будущего счастья, будущих возможностей. Но это происходит в июне. Я больше карты не тяну, потому что они все равно нас так или иначе уводят к вашим достижениям. Может быть и так. Или решение многих вопросов по части финансов, родственников и взаимоотношений. Не упустите какого-то благополучного момента, потому что все неожиданности ведут вас, мои дорогие овны, по крайней мере, судя по нашему прогнозу, на чем нужно сделать акцент в июне, в сторону вашей самодостаточности, в сторону вашего счастья, в сторону любви. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.